Ну что, друзья, сегодня поговорим о новых видеокарточках от Nvidia, также о том, как часть из них теперь Nvidia не будет завозить в РФ. Поговорим также о новой поддержке Steam для Украины, о новых запретах Sony для РФ. Поглядим, что нас там ждет по поводу Ведьмака 4 от CD Projekt Red, они вроде как уже им занимаются. И под конец посмотрим на новые видеокарточки Intel, особенно в ноутбуках. Салют, people, с вами Human, глоточек полезной и вкусной информации. Погнали! На днях Nvidia предоставила нам интересный новый графический процессор H100, но это не все новинки, которые были на GTC. Миру явились новые профессиональные графические процессоры и видеокарточки для рабочих станций. И что самое интересное, в новой видеокарточке в топовой у нас графический процессор GA102 и 10240 ядер CUDA. Ничего не напоминает? Точно? А ведь это у нас RTX 3080 Ti. Но с одним небольшим отличием. То есть, если в рабочей видеокарточке, скажем так, у нас просто видеопамять GDDR6 и EC, то, естественно, в RTX 3080 Ti у нас есть, отличие, естественно, GDDR6X. На этом не все. Nvidia представила еще 6 новых графических процессоров для мобильных рабочих станций, включая флагманскую модель RTX A5500, которая использует графический процессор GA103 и 7424 ядер CUDA. Ну и, естественно, 16 гиг памяти GDDR6. Но что касается RTX A500, то это самая медленная графическая карта Ampere для ноутбуков, вообще, которую выпустили на днях. На ее борту 2048 ядер CUDA и несчастных 4 гигабайта памяти. Что-то мне вспомнилось 6500 XT. Ну да ладно. Ну а другие модели, такие как RTX A1000, RTX A2000 и 3000, будут иметь, соответственно, 4, 8 и 12 гиг памяти. В то время как RTX A4500 получит 16 гиг памяти и урезанный графический процессор GA104 с 5888 ядер CUDA. И для любителей скидок игр и софта. На сайте CDK Offers можно купить винду со скидкой. Добавляем в корзину, вводим промокод HUMAN для доп. Скидки. Бум! Цена еще ниже на 20%. Оплачиваем через любую удобную систему. Вводим ключ, пользуемся. Профит. Все ссылочки в описании. Да, еще в начале марта нам стало известно, что Nvidia планирует уже прекратить поставки видеокарточек на территорию России. Но теперь есть дополнительная информация. Сейчас от представителей есть дополнительная инфа о том, что в московском филиале Nvidia работа все еще продолжается. Но вот продажа собственных продуктов, она уже отменена. Официальных пояснений как таковых пока что не было, но вы должны понимать, что под понятием продажи собственной продукции имеется в виду видеокарточки Founders Edition. Ну, если мы говорим именно за видеокарты. Но на этом не все, есть также изделия семейства Shield, то есть телевизионные приставки и планшеты. Но тем не менее, насколько я знаю, все это особо к партнерам не относятся, то есть любые другие компании могут их производить, партнеры по платам видеокарт, я имею в виду с Nvidia, то есть Nvidia фаундеры не завозят, а вот остальные могут, хотя есть уже примеры того, когда из-за логистики якобы могут быть проблемы, из-за просто приостанавливают работу, либо кто-то вообще с рынка уходит, то есть сейчас вот такой фаршмак получается. А сама Nvidia им ничего не запретила, то есть мы не завозим, а вы там со своими печатными платами делайте что хотите. Недавно, ребятки, я вам говорил о том, что Steam запустила некую поддержку для Украины, когда выпустила такой пак игр, по-моему, из 10 штук. Разработчики этих игр были украинцы, соответственно, полностью всю продажу от игр, которые получали люди, причем, если вы оформляли весь пак, вы получали здоровенную скидку, по-моему, 50%, это очень-очень много. И все деньги шли непосредственно для ребят-создателей, ну и, естественно, там на волонтерку и так далее, учитывая ситуацию, которая происходит в Украине. Хотя, может быть, я вам и не говорил, может быть, я писал в Телеграме, здесь вот я не помню, уже кавардак в голове. Ну, в общем, если это даже было в Телеграме, подписывайтесь на Телеграм, потому что там новостей еще больше на ежедневной основе. В ролик, увы, ребятки, физически я просто все не успеваю делать. Был бы монтажер хотя бы, уже было бы полегче. Пока что, ну и плюс ситуация, вы сами понимаете. Поэтому Telegram, YouTube, тогда будете знать точно все в мире IT. В общем, как бы там ни было, Steam запустил второй пак игр Ukrainian Indie Games Bundle. Поэтому, если хотите поддержать разработчиков игр и Украину таким образом, можете спокойно приобрести. И вам приятно, и людям как бы в пользу пойдет это все дело. Весь набор отдается скидкой 55%. То есть вместо 1226 гривен предлагают заплатить только 551. В списке у нас 11 игр от украинских разработчиков и в комплекте тайтлы со стоимостью от 21 гривны до 229. Ребята, у которых есть PlayStation, и в частности некоторых моих знакомых, им пришло письмо от PlayStation Plus. Если, допустим, их подписка истекает сейчас, то она автоматически будет продлена на 30 дней вперед.
Не для всех это сейчас, конечно, актуально, вы понимаете, какие причины, но вот тем не менее такой вот есть жест. Условно говоря, PlayStation, Sony будет 1 месяц без капиталовложения от ребят с Украины. Не знаю, какая там доля рынка, конечно, у них, но вот есть такой жест. Хотя при этом Sony вообще до этого не сделала никакого официального заявления по ее отношению в том, что происходит в Украине, непосредственно войны Украины с Россией, России с Украиной. Ну, собственно, для таких компаний это характерно, в зависимости от той локации, где они находятся. Тем не менее, Sony постепенно уходит с консольного рынка РФ. То есть уже на данном этапе все поставки консолей и игр в России просто отсутствуют. Также прекратилась и маркетинговая деятельность. Плюс стали возвращать деньги даже за Gran Turismo 7. И отключили цифровой магазин PlayStation Store. То есть, получается, пользователи с России не могут покупать игры в цифровом варианте, но если уже были куплены, они могут скачать и играть. В то же время CD Projekt Red объявила, что работает над следующей частью серии видеоигр по вселенной Ведьмака, а это начало новой саги в рамках франшизы, которая также знаменует собой технологическое сотрудничество с Epic Games, то есть создателями движка Unreal Engine 5, на котором и будет сделана игра, поскольку CD Projekt Red откажется от своего Red Engine. Ну, кстати, к слову, на нем и сделан Cyberpunk 2077, и он используется для разработки грядущего расширения этой игры. Технически это первое официальное подтверждение того, что в рамках серии Ведьмак разрабатывается еще одна полноценная однопользовательская игра. Не вот эти дебильные покемончики, а вот именно соло прохождение. Кстати, напомню, что последняя часть Ведьмак 3 Дикая Охота вышла аж в 2015 году и в общей сложности собрала более 250 наград. Ну и не могу не привести вам цитату. Мы рады сообщить, что следующая часть серии игр Ведьмак в настоящее время находится в разработке, положив начало новой саги франшизы, гласит официальное сообщение CD Projekt Red. Никаких дополнительных подробностей польская студия об игре пока что не сообщила, но стало понятно, что они уже точно будут играть и использовать движок Unreal Engine 5, который у нас идет от Epic Games. То есть все будущие проекты, естественно, будут на этом движке. К слову, еще в 2020 году CD Projekt Red говорил о том, что они уже работают над AAA проектом, пока что ноунеймом, скажем так, но уже посвященной игре Ведьмак. По инсайдерской информации им давался период времени 4-5 лет, то есть технически, если так прикинуть, откатываясь на тот момент, когда это все было озвучено, скорее всего, игра должна выйти в 2024 году. Конкретно в какой период именно этого года непонятно. Ну и опять же, мы знаем не совсем удачный старт CD Projekt Red у Cyberpunk 2077, хотя будем по чесноку говорить, у Witcher 3, как только он релизнулся, тоже были некоторые недочеты, не в такой мере, но тем не менее. Так что давайте быть более реалистами, и все в зависимости от того, конечно, что у нас там будет твориться в мире. Скорее всего, это конец 2024 года. На 30 марта запланирована презентация от Intel, а значит, мы с вами должны увидеть всю прелесть работы наконец-то увидеть именно, а не где-то там ухом краем слышать, что мы созерцаем, как будет работать видеокарточки Intel Arc Alchemic, дискретки для ПК. Ну и в довесок, естественно, уже готовые сборки, в частности в лэптопах. И, кстати, новые ноуты уже появляются в сети. Ой, и вот буквально недавно было уже замечено 2 варианта ноутбуков Acer Swift X. Естественно, с графикой от Intel Arc A370M. Кстати, уже доступны по предварительному заказу. Это еще учитывая то, что данные ноутбуки смогут, ну скажем так, попасть в продажу и купиться только 25 мая. Предзаказик. Тем не менее, предварительные заказы на сверхлегкие 16-дюймовые ноутбуки Acer Swift X, они были открыты в финском магазине ProShop. И перед нами 2 варианта, один из которых основан на базе платформы с Intel Core i5-1240p и стоит 1300 евро, ну а другой на базе Core i7-1260p и стоит уже 1550 евро. При этом предлагает в 2 раза больший накопитель. И оба процессора у нас здесь 12-ядерные и 16-поточные, сочетают быстрые и эффективные ядра в виде 4 плюс 8. Кстати, дисплей ноутбуков обладает разрешением 2560 на 1600, ну а их вес составит всего лишь 1,7 килограмма. В целом, Intel уже ранее рассказывал нам за видеокарточку A370M, и она хорошо переплет все интегрированные графики, которые есть на данном этапе у Intel. Так что, грубо говоря, не шибко требовательные игрушки, но условно средних каких-то настройках, я думаю, покатать можно будет. Ну а не менее требовательных тем более. А если сюда еще подключить технологии XS, то что мы с вами видели от Intel, то есть технологии масштабирования, где качество вроде как в 4К лучше, чем в нативе, ну, ребятки, это замечательно. Это, как грубо говоря, эконом-вариант у AMD с FSR.
Только XS, я думаю, технически должен быть даже получше. Посмотрим, сырым он будет или нет. Но на этом, ребятки, у меня для вас все. Спасибо большое, что вы подписываетесь на телеграм-канал, чтобы дополнительно получать информацию и вообще быть в курсе, что происходит, да, в этом мире, скажем так, и что будет с проектом далее. Спасибо всем тем ребяткам, которые подписались на Patreon, подписались на Boosty, Donation Alerts, разовые донаты. Спасибо большое, это сейчас очень сильно помогает. Ну, с вами был, как всегда, Human, и, как всегда, кайфовой вам игры.